Всем привет! Меня зовут Бабанов Роман, и я занимаюсь веб-разработкой с 2012 года. В рамках данного урока мы установим все необходимое окружение для того, чтобы начать заниматься веб-разработкой. А именно, мы установим программу для написания кода, так называемый кодовый редактор, установим себе на компьютер систему контроля версий Git и зарегистрируемся на GitHub, где создадим свой первый репозиторий. По результатам этого урока в вашем репозитории появится ссылка на ваш персональный сайт, с которым вы сможете поделиться с кем захотите. Если что, этот сайт выглядит следующим образом. Он довольно простой, но самая главная задача этого урока – научиться разворачивать окружение для того, чтобы начать заниматься разработкой. Все ссылки, которые я использую в этом уроке, будут доступны прямо под видео, чтобы вам было удобно ими пользоваться. А теперь давайте начинать. Одним из самых важных инструментов для веб-разработчика является кодовый редактор. Это такая специальная программа, в которых разработчики пишут и редактируют свой код. На данный момент я рекомендую использовать программу Visual Studio Code от компании Microsoft, потому что она доступна под все операционные системы, является довольно легковесной и в ней есть куча полезных плагинов, которые ускоряют нашу разработку в разы. Давайте ее и скачаем. Вторым, не менее важным инструментом для любого веб-разработчика является система контроля версий Git. Это такая специальная программа, которая позволяет хранить всю историю вашего проекта. То есть, простыми словами, у вас будет возможность посмотреть, что происходило с тем или иным файлом в любой момент времени. Мы разберем эту технологию более подробно чуть позже, а сейчас давайте скачаем Git на наш компьютер. Если вы используете операционную систему Windows, то я рекомендую скачивать Git по этой ссылке. Также следует отметить, что в результате установки у вас будет установлена еще одна программа, которая называется GitBash. GitBash — это обычный терминал, который позволяет вам выполнять всякие команды для работы с Git'ом. По умолчанию на Windows такой программы нет, поэтому она будет установлена вместе с системой контроля версий Git. Лично я для своей работы использую операционную систему macOS, но прежде чем мне скачать Git для macOS, сперва я должен установить пакетный менеджер Homebrew. Сделать это можно довольно просто, и сейчас я покажу как. Давайте установим пакетный менеджер Homebrew на наш Mac. Для этого копируем вот эту команду и переходим на рабочий стол. На рабочем столе мы открываем терминал и вставляем туда эту команду. Нажимаем Enter. Нажимаем Enter еще раз. Тут нас просит ввести наш пароль от админа. После введения пароля нажимаем Enter, и наша установка успешно начинается. Для того, чтобы убедиться, что Brew успешно установился, пишем следующую команду. brew-v, и он показывает нам текущую версию нашего пакетного менеджера Brew. Теперь мы можем установить Git на наш Mac одной простой командой. brew install git. Нажимаем Enter. После завершения установки последнее, что нам остается сделать, это убедиться в том, что Git действительно установился на наш Mac. Для этого выполним команду git -version. Нажимаем Enter. Если у вас вывелось что-то подобное, это значит, что Git установился на ваш Mac. Первое, что нам необходимо сделать после установки системы контроля версий Git, это задать имя пользователя и адрес электронной почты. Это необходимо для того, чтобы эта информация отображалась в истории ваших изменений. Сделать это можно с помощью двух простых команд. Давайте вставим первую и напишем сюда свой логин, который вы захотите. С помощью второй команды мы указываем адрес электронной почты, желательно с настоящей. Чтобы убедиться, что мы все успешно установили, давайте выполним две команды для проверки наших credentials. Username kun.js, тот e-mail, который я и указывал. После успешной установки системы контроля версий Git нам необходимо зарегистрироваться в сервисе, который называется GitHub. GitHub — это такой облачный сервис для хранения вашего кода. Это нужно для того, чтобы вы в любой точке мира могли получить доступ к вашему проекту. Среди разработчиков считается хорошей практикой хранить свой код в облаке, потому что они могут им делиться, вносить в него изменения и привлекать других людей к разработке вашего проекта. После успешной регистрации в сервисе GitHub нам необходимо создать свой первый репозиторий, в котором мы будем хранить наш код. Для этого мы переходим в наш профиль и нажимаем кнопку «Создать новый репозиторий». Давайте назовем наш репозиторий MyFirstSite. И нажмем кнопку Create Repository. После успешного создания нашего первого репозитория мы можем его склонировать себе прямо на компьютер.
Для этого давайте скопируем вот эту ссылку, которая ведет на наш репозиторий. И после этого мы откроем наш терминал. Если вы используете Windows, то вам нужно открыть программу, которая называется Gitbash. Она шла вместе с установкой, которую вы скачивали с того сайта. Клонировать репозиторий можно простой командой git clone и вставляем сюда ссылку, которую мы скопировали из нашего репозитория. После этого мы видим то, что нам пишут, что мы склонировали пустой репозиторий. После успешного клонирования нашего репозитория нам необходимо зайти в эту папку и создать там какой-нибудь первый файл. Давайте сделаем это с помощью команды cd my first site. И после этого мы перейдем в эту папку. Давайте командой ls посмотрим, что содержится в этой папке. Как видим, папка наша пустая, и наша задача создать там первый файл. Это можно сделать с помощью команды touch и ввести название файла index.html. Это будет наш первый созданный файл. После долгой и мучительной установки окружения мы теперь можем перейти непосредственно к разработке нашего сайта. Для этого наша задача открыть этот проект, который мы только что склонировали в программе Visual Studio Code. Для того, чтобы узнать путь к файлу, который мы склонировали, мы можем из нашей директории написать команду pvd, и он выдаст нам полный путь до нашего проекта. Это поможет нам открыть этот файл Visual Studio Code намного быстрее. Давайте перейдем в файл, Open. И вот здесь мы видим то, что наш сайт находится прямо здесь. Открываем его. И видим то, что наш пустой файл index.html, который мы недавно создали, находится прямо в нашей среде разработки. И теперь мы полностью готовы создать наш первый сайт. Сейчас я покажу вам все преимущества кодового редактора и почему их стоит использовать. Для того, чтобы нам создать структуру первого нашего сайта, нам достаточно написать восклицательный знак и нажать кнопку Tab. После этого у нас создастся готовая структура для нашего сайта. Сейчас мы не будем подробно разбирать, что означают все эти странные команды. Мы всего лишь возьмем и напишем один новый тег, который будет замкнут в теге body. Если что, все вот эти команды, которые вы видите, называются тегами, или полное название HTML теги. Здесь мы можем написать тег h1 и нажать Tab. Это тег, который отвечает за заголовок на нашем сайте. Здесь мы напишем my first header. Тем самым мы создадим наш первый заголовок. После того, как мы наполнили наш сайт неким контентом, давайте посмотрим, как это выглядит на самом деле в браузере. Для этого мы можем написать команду open index.html прямо в терминале, и он откроет нам этот файл прямо в браузере. Здесь мы видим то, что у нас открылся наш header и этот весь контент, который содержится на нашем сайте. Если через терминал у вас файл не открылся, вы можете найти путь к этому файлу прямо в вашей системе и открыть его с помощью двойного нажатия клика. Видим, что сайт тоже открылся. Но на самом деле этот сайт выглядит не очень красиво. Давайте добавим ему какой-нибудь фон. Для этого мы снова идем в Visual Studio Code и у тега body пишем атрибут, который называется style. Для того, чтобы задать цвет фона, я напишу команду background color и напишу туда black. После того, как мы что-то написали, обязательно нужно сохранить. На Windows мы нажимаем Ctrl-S, на Mac Command-S. После этого мы переходим в браузер и перезагружаем страницу с помощью нажатия этой кнопки, либо с помощью нажатия Command-R на Mac, либо Ctrl-R на Windows. Как видим, наш сайт стал полностью черным, и наш заголовок теперь не виден, но на самом деле он существует прямо здесь. Давайте зададим нашему заголовку белый цвет, и после этого запушим все изменения в наш репозиторий. Задать цвет заголовка можно с помощью атрибута style, но свойство будет называться color, и мы напишем сюда white. Не забываем сохранить наши изменения и переходим снова в браузер. Перезагружаем страницу и видим то, что наш заголовок стал белым. Нам немного не нравится то, что этот заголовок находится слева. Давайте его выровняем по центру. Для этого мы можем сюда же дописать текст line со значением центр. После того, как мы это сохраним, снова идем в браузер, перезагружаем страницу, и наш хедер теперь находится в центре. Сейчас этот сайт не выглядит как какой-то сайт, которым можно пользоваться, но хотя бы он выглядит симпатично. Давайте этот сайт запушим в наш репозиторий, чтобы потом продолжить работу над этим сайтом. Давайте запушим наш сайт на GitHub. Для этого мы переходим в терминал и пишем команду git status. Она показывает нам все изменения в нашем проекте и подсвечивает все измененные файлы красным цветом. Для того, чтобы добавить этот файл к изменениям, нам необходимо написать команду git add и
через пробел поставить точку. Давайте снова напишем git status и посмотрим, что произошло. Как видите, файл index.html стал зеленым. Это значит, что вот эти изменения будут включены в наш коммит. Про коммиты и изменения я расскажу чуть позже, давайте пока просто повторять за мной. Для того, чтобы теперь написать первый коммит, мы пишем команду git commit -m и напишем наш первый commit message. My first commit message. Закрываем двойные кавычки и нажимаем Enter. Давайте снова напишем git status и посмотрим, как выглядит наш статус в текущий момент. Теперь нам здесь пишут, что у нас нет никаких изменений, и мы теперь полностью готовы к тому, чтобы запушить эти изменения к нам в репозиторий. Для этого мы пишем команду git push. И нажимаем Enter. Как видите, нас GitHub просит авторизоваться. И для этого мы должны ввести свой логин и пароль от GitHub. После этого наши изменения успешно добавлены в наш репозиторий, и теперь мы можем пойти на GitHub и посмотреть, что же у нас там получилось. Давайте перезагрузим эту страницу. И видим то, что наш файл index.html появился прямо в нашем репозитории. После того, как мы успешно запушили наш код в репозиторий, у нас теперь есть возможность просматривать код нашего сайта прямо отсюда. Давайте откроем файл index.html и посмотрим, что в нем содержится. Как видите, здесь содержится код, который мы только что с вами написали и запушили. Теперь, чтобы сделать этот сайт доступным всем, нам необходимо зайти в настройки GitHub в раздел Options и перейти в подраздел, который называется GitHub Pages. Здесь мы выбираем настройку Master Branch, и после перезагрузки страницы у нас теперь появится ссылка, по которой мы можем открыть наш сайт. Давайте перейдем по ней и убедимся, что все работает корректно. Как вы видите, наш сайт теперь доступен публично, и мы можем скинуть эту ссылку кому угодно. В GitHub иногда возникают проблемы с индексацией страниц, поэтому если ваш сайт не открылся сразу, вы можете дописать сюда index.html, и ваш сайт будет работать корректно. Также следует отметить, что хорошей практикой на GitHub является добавление описания к вашему репозиторию. Нам GitHub как раз сам подсказывает, что мы должны добавить некоторый файл readme, в котором должны описать, что происходит в этом репозитории. Давайте нажмем эту кнопку и добавим описание на наш сайт. Здесь мы видим, что здесь хранится название нашего репозитория. Давайте сюда просто добавим ссылку на наш сайт, чтобы любой человек мог зайти и посмотреть, как выглядит наш сайт на самом деле. Сюда мы вставляем эту ссылку, и нас GitHub просит написать некоторый commit message для этого изменения. Давайте напишем, что мы добавили файл readme. И нажимаем Commit New File. После этого мы видим, что в нашем репозитории появился файл readme, и теперь у нас появилось некоторое описание, и каждый человек, заходящий к нам в репозиторий, может посмотреть, как выглядит наш сайт. После того, как я добавил файл readme в наш репозиторий, произошел интересный момент. Наш репозиторий, который находится на компьютере, и наш репозиторий, который находится на GitHub, они рассинхронизировались. Получается, что на GitHub у нас сейчас хранится актуальная версия, а на компьютере у нас версия, которая устарела. И для того, чтобы сделать нашу версию на компьютере актуальной, мы напишем команду в терминале, которая называется gitpull. Gitpull — это команда, которая подтягивает текущие изменения из нашего основного репозитория. Давайте нажмем кнопку Enter и посмотрим, что произойдет. Как мы видим, в наш проект добавился файл readme, который мы только что создавали. И теперь мы можем смело сказать, что наш репозиторий актуальный, и мы можем продолжать в нем работу. Давайте сделаем наш сайт чуточку интереснее, добавив на него картинку. Добавить картинку в HTML-документ можно с помощью тега image, или сокращенно img. Пишем img и нажимаем Tab. Как видите, у тега img есть два основных атрибута, это src и alt. Alt отвечает за показ текста, который будет выведен на сайт, если картинка по каким-либо причинам не нашлась или не смогла загрузиться. В тег src мы должны указать source картинки. Указывать можно URL, либо брать картинку с компьютера. Для простоты я возьму картинку из интернета, которую заранее подготовил. Давайте скопируем этот URL и вставим его в атрибут src. После этого нажимаем Ctrl-S или Command-S на Mac и посмотрим, что с нашим сайтом произошло. После перезагрузки мы видим, что наша картинка появилась на сайте. Но мне немного не нравится то, что она находится слева. Я бы хотел ее сделать по центру. Для этого мы идем в body и прописываем ему style. Текст align.
и пишем значение центр. Текст Align отвечает не только за выравнивание текста, но он может также выравнивать все дочерние элементы, которые находятся в теге body. Про это будет подробнее более записано в следующих уроках. Как видим, наша картинка встала по центру. Давайте посмотрим, как будет выглядеть наш сайт на мобильном устройстве. Для этого я нажму правой кнопкой мыши на сайт и нажму кнопку «Посмотреть код». И здесь я выберу мобильный превью. Мы видим то, что на мобильном превью у нас картинка немного выходит за рамки. И для того, чтобы она не выходила за рамки, я добавлю к картинке некоторые два атрибута, которые называются width и height. Давайте пропишем width 100% и height равное 100%. Ширину и высоту картинки можно указывать также в пикселях, но для того, чтобы она растягивалась на весь экран, я укажу ее в процентах. Как видим, наша картинка растянулась на всю высоту и ширину нашего сайта, и посмотрим, как это выглядит на мобильном устройстве. На мобильном устройстве она четко находится по центру и не выходит ни за какие рамки. Для того, чтобы наша картинка не была такой большой, я пропишу еще специальное свойство Style, в котором укажу максимальную высоту и ширину нашей картинки. Давайте сделаем Max Width 500 пикселей и Max Height 400 пикселей. Сохраним и посмотрим, как выглядит наш сайт на десктопе. Видим то, что картинка отлично смотрится, и проверим, как она смотрится теперь на мобилке. Супер! Последнее, что нам остается сделать, это синхронизировать два наших репозитория, один из которых находится на GitHub, а другой на нашем компьютере. Очевидно, они снова рассинхронизировались, потому что этого кода нету на GitHub. И для того, чтобы их синхронизировать, я сначала напишу git status, чтобы проверить, что у меня изменилось. Как видим, у нас изменился один файл, который называется index.html. Давайте снова добавим наши изменения с помощью команды git add и через пробел поставим точку. Давайте снова напишем git status и увидим, что наш файл index.html стал зеленым. Это значит, что он добавлен к изменениям. И единственное, что остается сделать, это закоммитить наши изменения. Для этого мы пишем команду git commit -m пробел, открываем двойные кавычки и пишем, что мы добавили картинку. Это все, что требуется написать в этом сообщении. Нажимаем Enter. Снова пишем git status. Убеждаемся, что все хорошо и у нас нет никаких изменений. И последнее, что остается сделать, написать команду git push. Мы успешно запушили наши изменения на GitHub, и теперь мы готовы посмотреть, как выглядит наш сайт на GitHub. Оказавшись в нашем репозитории, давайте убедимся, что все изменения действительно попали в наш файл index.html. Для этого снова откроем его и видим, то, что тег image попал в наш репозиторий. Давайте теперь посмотрим, что стало с нашим сайтом. Перейдем по этой ссылке и увидим, что теперь на нашем сайте появилась автоматически картинка. То есть что произошло? Мы запушили изменения в наш репозиторий, и наш сайт автоматически обновился. И теперь каждый раз, когда вы будете что-то изменять, все изменения будут попадать на этот сайт. И ваши друзья будут в реал-тайме видеть, как ваш сайт развивается и что вообще на нем происходит. В конце видео хотелось бы подытожить все, чему мы сегодня научились. Во-первых, у нас есть удобный редактор кода, в котором мы теперь можем писать свой код. Во-вторых, у нас есть система контроля версий Git, с помощью которых мы контролируем любые изменения в нашем проекте. В-третьих, у нас есть теперь аккаунт на GitHub, и если вдруг наш компьютер случайно сломается, взорвется или сгорит, то мы всегда сможем восстановить код к нашему сайту с помощью GitHub. В-четвертых, у нас теперь есть публичная ссылка на наш сайт, и вы можете скинуть его своим друзьям или знакомым, чтобы они наблюдали за тем, как изменяется и развивается ваш сайт. А самое главное, с учетом этого всего окружения, мы теперь готовы делать настоящие сайты и очень крутые приложения. Поэтому увидимся в следующих уроках, и я надеюсь, что вам было очень интересно и полезно. До встречи!